Ну что, друзья, всем привет! Сегодня будет интересное видео. Знаете какое? Сегодня я решил снять автомобиль «Волга». Я тут узнал, что возле моего дома, недалеко вот в этом дилерском центре, уже есть «Волга К50», Geely Manjaro. Пойдемте его посмотрим, мне интересно. Официально его будут представлять 20 числа, но он уже есть. Можно его посмотреть. Такой будет быстрый обзор. Менеджер сказал, что там цен пока нет, но посмотреть визуально можно. Погнали! Были времена, когда они торговали только Мерсом. Но теперь торгуют всеми вся. Вот они, ребята, прекрасные «Волги». Посмотрите на эту сочную решетку радиатора. Надеюсь, вам видно. Разных цветов. Смотрите, белая, зеленая. Зеленая есть. Смотрю, серая. Такой она темный графит, как на BMW серая. На F10, кто знает, цвет вот такой. Белый перламутр. Мокрый асфальт. Такой серый, прям серый-серый. Но решетка смотрится мощно. Так, это черная. Черная, зеленая. Так, а это что у нас? Это City Ray. Он мне не интересен. Мне интересно больше вот это. Скоро в продаже. Волга. Сиди в туалете долго. Шутка. Ну что, посмотрим, что у нее от Волги есть. Ну понятно, что это Geely Manjaro, ничего не от Волги нет. Даже колпачки, обратите внимание. Колпачки Волга. Ну, что-то там умеют делать. Но решетка мне очень нравится. Прям супер смотрится. Понять бы, какая цена будет. Как вам задняя часть? Мне кажется, очень мощно смотрится. Почему К50? Не знаю. Может, это с вертолетом К50 связано. Напишите в комментариях, если знаете. Хоть буду знать. Они все закрыты. Сейчас попрошу, может, какой-нибудь откроет, посмотреть внутри. Это смысл, в каком мы приехали. Руль «Волга». Пока ждем менеджера, попьем кофе. Угостили кофейком. Сейчас придет менеджер с ключами от «Волги». Откроем ее, посмотрим, он еще расскажет нам. И я тоже вам кое-что расскажу интересное. Здрасте. Можно мне один кофеек черный? Американо? Да. Хорошо. Здесь с собой. Здесь. Спасибо. Ну, зачем мне это первое? Я реально себе хочу купить «Волгу» и сдать свою «Шкоду» в трейд-ин, посмотреть, во сколько ее оценят в трейд-ине, ну и сколько будет стоить «Волга». Ну, она должна, на мой взгляд, стоить дешевле, чем Geely, потому что Geely через дорогу такой же Manjaro есть. Есть официальные гарантии. Конечно, он меня тоже подкупает. Ну и быть одним из первых хозяином «Волг». Не знаю, правда, какая будет цена. Посмотрим. Сейчас допьем кофе и с менеджером пойдем. Посмотрите, сколько «Волг». Вот одну нам открыли. Сейчас будем смотреть. И вторую. Вон тут коричневую открыли, закрыли. Ну, что, друзья, начнем? Давайте начнем. «Волга». Начнем мы с чего? Начнем мы с ключа. Ключ такой же, как у Manjaro. Обычный ключ, только здесь еще New Star. Я не знаю почему, а не «Волга». Но в целом как-то так. Значит, автозапуск, открыть-закрыть. Все как у обычного Manjaro. Фары, конечно же, не матричные. Они обычные. Вот. Такие же, как и стояли у Manjaro. В целом это весь автомобиль такой же Manjaro, второй рест, только шильдиком «Волга». Ну и чуть-чуть там вставки в салоне изменены. Все. Понятно, что это... Я ребятам из «Волги» хочу сказать спасибо, что это не Чанган, а это Geely. Да? Geely одни из лучших, на мой взгляд. Поэтому и на этом спасибо. 20-е катки. Будет 3 комплектации. Значит, таунт белая – это базовая комплектация на 19-х дисках, без тонировки, обратите внимание, без третьего монитора. Так, половина помощников еще у нее, мне подсказал менеджер. Это максималка на 20-х дисках. А это
посередине комплектация, которая... В общем, у них у всех будет цена разброса небольшой в цене, потому что в Geely был разброс там в 300 тысяч. Я думаю, при стоимости машины 4 миллиона 300 тысяч не самые большие деньги. Так, ну понятно, что здесь есть все помощники и так далее. Что вам интересно? Изменился ли здесь мотор? Давайте его посмотрим. Откроем капот. 2 раза, как у BMW. Все взяли такую привычку. Ну, за такую цену, конечно, тут есть гидроупоры. Это крутой автомобиль сам по себе. Geely Manjaro мне всегда нравился. Это хороший премиальный автомобиль. Да, все вот ругаются, говорят, что вот, там дорогой. В обслуживании дорогой, потому что много чего от Volvo стоит. Поэтому и дорогой. А Volvo как бы тоже не дешевый. 238 лошадей, мотор 2.0, коробка iSyn 8 ступеней. Такая же, которая была. И спасибо на этом. Да? Вот главное, что ничего не переделали, не сделали хуже его. А так, полный привод Haldex, турбина Borg-Warner, если мне не изменяет память. Так, ну вот смотрите, я думаю, что ничего не изменено. Ничего. А ну а что должно измениться с другой стороны? Что должно здесь измениться? От хорошего к хорошему. Тут, ну, что-то портить я бы не стал. Достаточно агрессивная морда, классная. Волга звучит-то как. Да, вот, ну, мне реально нравится. Камера 360, понятно, что передняя камера. Адаптивный круиз. Так, ну что, ребята просили не заводить. Я понимаю, но Автомаш, кстати. Вот раньше был самый большой дилерский центр Mercedes. Серьезные ребята были. Да, там. Ну и рамки Волга, это прям пушка-гонка. Пушка-гонка. Так, пойдемте к багажнику, друзья, и посмотрим, что у нас по багажнику. По багажнику у нас чуть больше 500 литров багажника. Открывается с ключа. Смотрите на эту задницу красивую. Да? Все окей. К-50. Это или подлодка, или вертолет блатной. Уровень. Я 1,85 м. Посмотрите. Насколько, ну, то есть я цепляю головой. Надеюсь, показал вам. Так, багажник. Есть подсветка багажника. Немного ее, но есть. Так. Шторка. Она и в этом есть. Так. Посмотрим, что у нас тут. Запаска. Запаска. Так. Запаска есть. Отлично. Так, там у нас набор инструментов, но его убрали, чтобы не украли. К сожалению, у нас такое бывает. Так, есть крючки. Все окей. Так, багажник закрываем. Больше 500 литров, если сложить сиденье, еще больше. Ну, это обычный Geely Manjaro. Ну, посмотрите, насколько красивая у него. Мне нравится вот и задняя часть, и передняя, и диски. Так, бесключевой доступ. Он здесь есть. Да, на 2 дверях. То китайцы любят на одной двери. Но так как это уже Made in Russia, тут уже 2. 2 на задних дверях, конечно же, нет. Так, что хотел еще вам показать. Конечно, мы на самое сладкое перейдем сюда в салон. Я сиденье разместил. Сиденье, понятно, скорее всего, с памятью, да, потому что оно отъезжает. Я разместился, уже сидел впереди. Посмотрим сзади. Сзади место, конечно, навалом. Навалом. Есть изофиксы? Есть. Так. Кожа. Приятная подсветка. Так, ключом можно включить защиту от детей. Подлокотник. Подлокотник, не зарядка, ничего. Сиденье. Сиденье. Сиденье тоже обычное. Так, что у нас здесь? Сейчас, друзья, включу свет. Так, посмотрите на эту огромную панораму. Вам видно, друзья? Я сижу на заднем ряду. Сижу на заднем ряду. Посмотрите на это место. До хрена места. Много места здесь. Много места здесь.
под ногами. Здесь у нас дисплей, я думаю, климатической установки. И там вижу один Type-C, один Type-B. Музыка стоит здесь Infinity. Обогрев сидений тоже тут есть. Черный потолок, как я люблю. Да, ну, плюс можно отсюда двигать, если надо. Есть сеточки, есть выемки. Конечно, когда на тест-драйве будет намного интересней. Салон сделан из кожи перфорированный, с вентиляцией сиденья передние, только задние, только обогрев. Обогрев, обратите, есть и низа, и верха, то есть можно отдельно обогреваться. Ну, как-то так. Вот. Пойдемте, наверное, вперед. Задом все, как бы это ни звучало некрасиво. Все так же тонировка, это заводская. Так, что на стеклах написано? Мне интересно. Так, стекла у нас... Где эта надпись у нас по стеклам есть? Стекла у нас... Какой-то лимит, не знаю. Напишите в комментариях, это... Что за стекла? Китайские или наши? Так, пойдемте в салон. Значит, из всего, что... Понятно, что все помощники. Камера 360. К сожалению, здесь нету CarPlay, как ни странно. Его убрали. Посмотрите на этот руль и на эту надпись «Волга». Красиво? Так, руль регулируется в двух направлениях. Да, это понятно. Он и в Джили регулировался. Так, сиденье с подогревом и с вентиляцией. Посмотрите на эту красивую надпись «Волга». First Edition. Это второй рест. Торпеду приподняли. Да, вот стаканчики. Напомню, коробка здесь 8-ступенчатый iSyn. Зарядка беспроводная, без вентиляции. Очень слабая, по словам менеджера. Так, маленький бардачок. Ни о чем. Ну, кстати, еще и подлокотник не ездит никуда. Так. Здесь у нас тоже ничем не обшитый бардачок. Тоже небольшой. Так, по экранам. Заводить просил не заводить. Вот. И загораются, понятно, все три экрана. Нету CarPlay, музыка Infinity. Я думаю, что CarPlay в очень скором времени установит панорама. Вот. Это с Атласа перекочевало вот сюда. Не знаю, для меня, по мне, это хрень полная. Потому что я езжу вот так всегда с откидными. Не знаю, что она даст. Вот. Черный потолок, конечно, подкупает. Подсветка. Да, там много в интернете есть, там, что подсветка меняет цвет и так далее. Ну, здесь на любителя. Спасибо, что есть, наверное, основные кнопки, да, выключить кондей, там авто, аварийку, да, сказать спасибо людям, да, это у нас крутилка, ну, человек просил не заводить, не хочу подводить. Конечно, тут есть и круиз-контроль, и адаптивный круиз-контроль, камера 360, удержание в полосе, слепые зоны, да, вот обратите внимание. То есть такая комплектация, которая пушка-гонка. Остался вопрос самый главный, вопрос цены. Как вам вот такая Волга, друзья? Напишите в комментариях. Я почему как бы решил это все поснимать, потому что я снимал «Москвич». Мне очень интересно было поснимать. То есть, ну, я надеюсь, буду снимать, возьму мне представительство, увидит этот ролик и даст Волгу, чтобы я ее поснимал. Так, это у нас комплектация, в которой я сижу. Премиум. Так, эксклюзив вправо. Белая была комфорт. Так, отличие в дисках. Тонировки, я уже сказал. Так, диски, тонировка. Отделка салона чуть-чуть отличается. Система контроля слепых зон там в базе нету. Система предупреждения об опасности при открывании дверей в базе нету. Система помощи при выезде задним ходом в базе нету. Ассистент смены полосы в базе нету. Система предупреждения наезда сзади в базе тоже нету. Ну, как бы такие вот вещи. Интересно, прейскурант, цен нет. Цены будут только там 20 числа официальные. Ну и отличаются диски, я вам уже тоже говорил, там 18, тут 19.
Красота, красота. Конечно, здесь есть подогрев лобового стекла, подогрев руля. Тут полный зимний пакет. Вот. Честно, сидишь кайфово. Ну и Манджаро тоже кайфовый автомобиль. Посмотрим, что будет по цене. Тут у многих машин, в том числе и у моей Шкоды, с ключа можно закрыть. 2 раза, если нажать, закрыть все окна. Посмотрим здесь также. Вот, даже 1 раз. И все закрылось. Вот, как-то такой беглый обзор. Что вы скажете, друзья? Ну, то есть нужно понимать, мотор, коробка, все то же самое. И что-то другое в нее заливать, бензин, тоже глупо. Да, если заливали соты, наверное, нужно и соты заливать. Так, попробуем, ну-ка, выцегонить рамки Волга. Если кому надо, можно их разыграть, я вот думаю. На Шкоду, наверное, нет смысла одевать. Но я их заберу в Тбилиси. Своему родному человеку на его Волгу. Как-то так, друзья. Наверное, задача номер 1 была не испортить и того шикарный автомобиль. Да, вот, ну, я считаю так. Задача номер 1 была не испортить. Мне кажется, они с ней шикарно справились. И спасибо, что минимум нововведений, минимум чего-то в ней вот нашего отечественного. Отличный бензиновый автомобиль на 8-ступенчатом Айсине. Мотор, говорят, тоже вольвовский. Ну, говорят, и курдая, знаете, есть такая отличная пословица. Ждем цены, будем посмотреть. На этом все. Пишите комментарии, друзья, чтобы... Как вы вообще будете вы? Как вы смотрите на Волгу? Если она насколько будет дешевле, насколько будет дороже? Мысль такая, что вот, ну, я думаю, что она должна быть, по идее, дешевле. Потому что Geely Manjaro у нас официально здесь продается. И как бы, какой смысл тогда, если она будет дороже Манджаро? Только ради шильдика покупать дороже, но это глупо. Плюс официальная гарантия, плюс все вот эти тонкости. Вот. Думаю, будет дешевле. Напишите в комментариях, как вы считаете. Все, друзья. Чао. Не болейте. Мира нам всем.